Привет всем, кто хочет узнать, как менялась форма сборной Испании, Германии, Франции, США, Англии, Аргентины. Французы – настоящие законодатели футбольной моды. Посмотрите на их комплекты, начиная с 2006 года. Домашний и гостевой включают в себя все цвета национального флага. В 2007 году происходят незначительные изменения в основной форме. Больше меняется гостевая, которая стала теперь красно-синей. В 2008 году выделим выездной комплект, который при желании мог бы стать основным. Очень символично. 2009 год – отсылка к 1998 году, когда французы впервые стали чемпионами мира. Смотрю на эту форму и кажется, вот-вот Дидье Дешам поднимет кубок над головой. Рядом домашний комплект 2010 года. Французы варьируют. То они выступают в сине-белом, то в бело-синем, но мы привыкли к первому варианту, это их классика. 2011 год. Красота, а? Футболка потемнела, убраны лишние полоски на груди, но вы еще не видели выездную форму, она рядом. 2012 год, домашняя форма использовалась в двух вариациях – синий верх и синий низ, и белый низ. А вот гостевой комплект сделали полностью белым. В 2014 году решили вернуться к форме 2011 года. Сравните эти два варианта, отличия минимальные. В 2015 дома играют в форме Франции, а на выезде в форме сборной Англии, о которой мы сегодня еще поговорим. Следующий комплект не менее легендарный. 2016 год, домашний чемпионат Европы. Синяя футболка и шорты, и красные гетры. Выездная форма белая с цветными вставками, а вот в этой форме любители лягушек выиграли чемпионат мира 2018 года. Похоже на 2014 год. Я высказываю свои симпатии, вы тоже не стесняйтесь, пишите, какой комплект вас зацепил. И 2021 год, сборная Франции начала с полосатой формы, а на выезде выступает в белой. Испания постоянно играет в одной форме, но это только на первый взгляд. Вот эволюция формы Фурии Рохи за последние 15 лет. 2006 год. Красный верх и синий низ, и такие же гетры, хотя синего цвета на флаге нет. Белая выездная форма с красно-оранжевыми вставками. 2008 год. Шорты на основной форме потемнели, а гостевые комплекты очень красивые, чего стоит вот этот. В этом году испанцы становились чемпионами Европы. Далее 2009 год. Появляется змеевидная полоска через всю футболку. 2010 год. Возврат к ранее известной форме 2006 года. Единственное, гетры меняют свой цвет, но позже Испания вновь вернется к синему цвету. А вот гостевой комплект этого сезона полностью темный. Напомню, что сборная впервые в истории в этой форме стала чемпионами мира. 2011 год. С первого взгляда можно сказать, что сборная России, но это возврат тоже к форме 2006 года. Даже гостевая форма повторяется. Далее 2012 год. Выездная напоминает испанский клуб Сельту. В этом комплекте им покорился третий Кубок Европы в истории. 2013 год. Все традиционно для сборной Испании. Последние комплекты одни из самых запоминающихся. В 2014 году решили поэкспериментировать. Дома играют в красном, а на выезде в черно-желтом. Так и хочется сказать, что гостевой комплект списали с Фабиена Бартеза. В следующем году вернулись к традиционным цветам, в том числе это касается выездной формы. В 2018 было вот так. Согласитесь, было бы скучно показывать только домашние футболки. Посмотрите, как отрываются дизайнеры на гостевых комплектах, которые можно сделать даже в цветах Ямайки. 2021 год. На футболках Испании появляются квадратики. Выездная форма белая с серыми пятнами. Сборная США не привязывается к своему флагу, они просто делают красивую форму. Так выглядит комплект 2006 года. Эта форма особая, так как команда США в 2007 в ней одержала победу на Золотом Кубке, это аналог Евро. Здесь 2008 год, опять обращаю внимание на гостевые шорты и футболку. 2010 год, на футболке появляется диагональная полоса, а вот в 2012 американцы удивили, комплект полностью меняется. Основная футболка выполнена в цветах национального флага. Далее 2013 год. Что-то подобное видели в 2006, очень напоминает сборную Англии. Ах да, в этой форме они взяли золотой кубок. 2014 год. Дома выступали в белом, а на выезде в сине-красном. 2016. Я бы сходу признал, что это сборная Франции, если бы не знал, что это американцы. А вот в следующем комплекте американцам в 2017 покорился золотой кубок а-ля Барселона. Если американцы привязались бы к своему флагу, то вышло нечто такое
такое, хотя такое и вышло в 2018 году. Слева вы видите цвета России, хозяйки чемпионата мира, а справа Франции, не правда ли похоже? В 2019 играли полностью в белом и красном, в 2021 выступали в черных футболках с синим разливом, на выезде в белом. Германия, а что Германия? Одно и то же, но нет. Вот посмотрите, традиционные цвета формы белый и черный, на выезде там выступали в красно-белом. В 2008 выездной комплект изменился на полностью красный с черной вставкой посередине. 2010 про основную форму пока рассказывать нечего, меняются некоторые элементы, а вот выездная поменялась глобально, черный верх и белый низ. В 2012 году в этой форме немцы взяли второе место на чемпионате Европы, гостевая была зелено-белая, супер необычно. В 2014 команда выступала в белом и выиграла Кубок мира. Комплект запоминающийся, в гостях выступали в форме Байера, по-моему. В 2016 возврат к традиционному комплекту, чего не скажешь о запаске. Эта форма принесла успех Германии в 2017 году на Кубке Конфедераций. Пока вы вспоминаете, кого немцы обыграли в финале, мы переходим к комплекту 2018 года. Опять восхищаюсь выездными шедеврами, класс. В 2021 немцы совершили небольшую революцию. Футболка стала белой в полоску, на рукавах флаг. В этой форме они проиграли Северной Македонии. На чужом поле играли полностью в черном. Уверен, что среди вас много поклонников английского футбола. 2006 год. Все традиционно, старая Англия. В следующем году шорты потемнели. А вот в этом комплекте британцы выступали в 2008-2009 годах. Дома было два варианта, чисто белый и бело-синий. На чужом поле играли в тех же цветах, что и ранее. Очень понравился мне комплект 2010 года. В одном из следующих роликов я скажу, что сборной России больше всего идет именно такое сочетание белого и голубого. На выезде англичане использовали белый верх и белый низ. Особое внимание стоит уделить 2012 году. Посмотрите, какая красота. Это я про выездные комплекты. Их было два. Один из них вы видите на своих экранах серо-голубой, второй был полностью серым. В следующем году домашняя форма использовалась в двух вариациях: бело-синяя и полностью белой. Первый вариант стал напоминать сборную Германии, а гостевой комплект позаимствовали у Манчестера Юнайтед. В 2014 году возврат к 2010 году. Многие наверняка помнят форму 2016 года. Он отличается от всего, что мы увидели ранее. 2018 год был классикой. Любой, кто интересуется футболом, без ошибок определит, что это сборная Англии. В 2019 году англичане в этих цветах выиграли бронзу Лиги наций. А сейчас Аргентина. В 2006 году традиционно бело-голубая футболка и черные шорты. Гетры выполнены в белом цвете. Выездной комплект напоминает команду Японии. В 2008 году меняется только цвет выездной футболки с синего на черный. За 15 лет Аргентина ничего особого не выиграла, за исключением Олимпиады 2008 года в Пекине. В 2010-м аргентинцы разбили все стереотипы, дома выступали в сине-белой форме без полос. А в 2011-м возвращаются к традиционному комплекту. Что же поменялось? Полоски становятся шире, гостевая форма сине-белая. В 2014-м шорты домашнего комплекта стали белыми, а полоски уже. На чужом поле играют в форме Японии. В 2015-м с основной формы пропадают все черные вставки, форма содержит только цвета национального флага. В гостях альбиселесты выступают полностью в синем. В 2018-м сборная Аргентины возвращает себе темные шорты, полосок на футболке становится уже 3. На выезде комплект состоит из черной футболки и белых шорт. В 2020 году Месси играл в футболке, на которой уже 2 голубые полосы, и границы они имеют размытые, шорты синие. Если следовать такой концепции, в следующий раз у Аргентины останется всего лишь одна полоса. Многие обидятся, что я не показал Италию, Бразилию. Ребят, там вообще одно и то же от года к году. Зато в одном из следующих выпусков я расскажу, как менялась форма наших сборных Беларуси, Украины, России. Ожидайте. Передаю привет спонсорам. Услышимся.